Всем привет, с вами Игорь. Сегодня мы посчитаем, сколько же мне обошлась моя солнечная электростанция на 8 киловатт мощности и чисто на активные нагрузки. То есть я своей электростанцией грею воду, грею бойлер, грею воздух в доме, готовлю пищу на электроплитке напрямую, на постоянном токе. Я это тоже показывал в своих видео, там у меня есть как это делать. Электрочайник включаю. Кстати, кто первый раз, может, зашел на канал, я оставлю под видео в описании там ссылки на плейлисты, на всю мою альтернативу. Солнечная электростанция без инвертора ЭКБ, тепловой насос и все остальное. Там у меня еще куча всякой альтернативы есть интересной. Вот, а сегодня мы посчитаем, сколько же стоит вот такую вот построить солнечную электростанцию, как у меня. Эта цифра, она в названии видео вполне реальная. И сейчас мы пройдемся по всем пунктам. Панели, металл, кабеля, контроллер и щитовая. Все, вроде бы ничего не забыл. Итак, первый пункт, панели. Ну и по пути я по ходу видео буду некоторые интересные моменты озвучивать по строительству. Такой вот, если захотите сделать, как сделать эту солнечную электростанцию выгоднее, дешевле и все такое. Панели. Первый, я их покупал, свои панели на 8 киловатт за 2 раза. 2 партии по 4 киловатта, по 14 штук, размер метр на метр 60. И вот первый полезный совет. Вот заметил, что часто покупают люди панели летом, весной, осенью. Это есть неправильно. Старайтесь покупать их зимой. Вот зимой это самое благоприятное время для приобретения солнечных панелей. Продавцы идут на всяческие уступки. Они вам бесплатно их привезут. Огромный выбор. Вот. Ну, у меня вот эти вот обе партии я брал, и первую, и вторую партию с бесплатной доставкой. Да, бесплатно. И первую, и вторую партию мне бесплатно доставили. И даже сделали на вторую партию скидку значительную. Ну, потому что это понятно, да. На Новый год кто покупает солнечные панели? Ну, никто не покупает. Это сезонный тоже, как оказывается, товар. И его надо брать, вот если вы хотите дешевле, купите то, что вам надо, а не то, что останется весной. То лучше всего это делайте зимой, на зиму. Ну, конечно, это может быть для кого-то сложно, потому что какие-то есть там другие плановые растраты на Новый год, но, тем не менее, если вот хотите так, то лучше все-таки вот около Нового года. До Нового года, чуть после Нового года, там разницы в принципе нет, но что-то примерно около Нового года, плюс-минус там полмесяца, это вот самый оптимальный вариант, я же говорю. Никто эти солнечные электростанции не строит, все гуляют. Панели какие хочешь есть, и продавцы идут на всяческие уступки, акции, доставки бесплатные и так далее и тому подобное. Ну что, советую вот именно покупать солнечные панели, если надумаете, именно в этот период времени. Вот, и они мне обошлись, там первая партия что-то около 30, чуть-чуть больше 30 тысяч, ДНА 290 ватт, 12 шин, поликристалл. Вот. Что-то около больше 30 тысяч. А вторая партия даже еще немного меньше 30 тысяч. Обошлась и привезли прямо ко двору. Договорился, привезли прямо к воротам бесплатно. Вот. Вот так вот интересно и хорошо получилось. Ну, короче, в сумме у меня получились солнечные панели 8 киловатт. Вот эти вот, я уже сказал, да, ДНА 290 ваттные, поликристаллические, метр на метр 60, 60 тысяч гривен. Они мне вот такую сумму обошлись. Ну, самая такая затратная часть солнечной электростанции. Дальше, металл. Металл я покупал на крышу, профиль, трубу квадратную 4 на 2. Вот, там вот на крышу, кстати, кто думает на крышу поставить, вот такой вот значительный плюс, что там минимум надо материала, то есть металла. Там всего-навсего надо 2 вот этих квадратных трубы, сверху и снизу, если в один ряд, конечно, панели ставите. Всего-навсего 2 трубы. Я брал 4 на 2 трубу, шпилькой пробивал, просверливал шифер и доску подшиферную, закручивал гайками
вокруг доски с такими шайбами большими, специальными по дереву, толстыми. Обхватывал доску гайками и шайбами с двух сторон. У меня с шифера поверх волны надо свернить, тоже вот момент важный. Поверх волны, не в нижней части волны, чтобы вода не затекала, а в верхней. И ничего не затекает. Вот я даже вот сколько раз проверял, даже в такой хороший дождь, ничего оно по волне не течет. Вот, эти шпильки, там я взял 12, кстати, диаметр 12, хотя производители почему-то на 10, но на 10 мне она показалась как бы слабоватенькая, хотя она пошла может на 10. Но вот это вот специальное оборудование крепления я не советую брать, оно слишком дорогое, лучше взять обычный металл черный, вот эти вот две трубы, если на крышу 4х2 квадратные трубы, шпильки вот эти на 12 метровые, если там порежете сколько, но я их, по-моему, резал по 25, как раз метровая шпилька на 4 штуки, вот так отлично вставала. Вот, и сверху шпилька торчит на крыше, надеваете на нее трубу, плашмя, естественно, сверлите тоже трубу, надеваете, и опять же, если у вас крыша не совсем ровная, там, то можно вот по этой резьбе регулировать гайками высоту и выставить вообще идеально в струну, очень прямую линию. Вот, вот это вот пошел у меня металл. На крышу, да, вот такой вот плюс, что мало идет металла. Мало идет металла, ну что крыша, она, в принципе, сама по себе и есть уже несущая как бы конструкция для наших солнечных панелей. Вот там уже оно все сделано, там только надо их закрепить. Ну вот я же говорю, две трубы. На тот трекер немного больше пошло металла, что у меня за домом на земле стоит. Вот, но плюс того трекера, что я всегда могу прийти, почистить, помыть вот панельки. Вот, то есть вот такие вот плюсы, да, плюс установки на крыше, что надо минимум материала для установки, ну металла имеется в виду. А плюс основной на трекера это то, что можно подлезть, почистить в любое время, счистить снег-то его там даже и не будет, потому что у меня угол зима-лето устанавливается, я думаю, он будет сам сползать, но если и не будет сползать, то будет налипать иногда, то его не проблема почистить, от пыли помыть. Вот это. Недостатки наземного исполнения это большее количество металла, бетон. Ну, тяжелее это вообще физически реализовать, понятное дело. Вот, это единственный такой основной недостаток. А основной недостаток установки на крыше, что их там очень тяжело чистить зимой от снега и мыть от пыли. Вот это вот, если у вас вот этот момент, кстати, надо очень внимательно к нему отнестись. Если у вас вот это тоже проблема, как их чистить, то, наверное, лучше на крышу их и не ставьте. Может быть, у кого-то есть такие крыши, что можно достать длинной просто шваброй, сделать метров 5 швабру и достать, почистить панели с земли. Вот, тогда да, я согласен. Но у меня так не получается с земли, потому что у меня крыша ломаная такая, и получается на самом верху лежит, но никак ее не достанешь. Вот, поэтому вот этому моменту обратите внимание особое, как вы их будете чистить зимой от снега, ну и мыть от пыли летом. Вот это такой немаловажный момент. Вот. Дальше, вот и на металл я так прикинул, посчитал, ну примерно, я уже точно там плюс-минус 50-100 гривен не буду, там, потому что чеки не сохранились все. Ну примерно у меня на металл пошло 3500 гривен, это на тот, что на крыше. Ну, тот я, правда, год назад, даже больше года брал немного дешевле, этот уже немного дороже. Что-то с металлолома там пошло, что-то дерево немного пошло, там, ну, дерево я вообще не считал. Вот, короче, у меня пошло металл, весь это даже с креплениями, шпильками, гайками, там в интернете можно, кстати, недорого это все взять, крепление. Вот, за, ну, примерно 3500 гривен, около того, это металл весь, на крышу и на трекер. Дальше, кабеля, вот этот вот пункт мне больше всего нравится, кабеля, да, на 8 киловатт, на 2 поля, у меня цена моих всех проводки кабелей 250 гривен, представляете? Почему так? Потому что у меня высоковольтная электростанция, ну, это кто, кому первый раз кто смотрит, не знает, да, и там они просто не нужны, эти толстые провода, там вполне годятся обычные
для 220 переменки кабеля стандартные. Вот. То есть вот это вот на крыше у себя я взял кабель, провод, даже не кабель, это, наверное, провод просто медный, две жилы по 4 квадрата медь, вот, 10 метров все на все. Там, ну, с крыши вниз опустить дом, сколько там, по-моему, 10, я вот точно, или даже 8, может быть, там много их, короче, не надо этого. Во, а на том трекере, что на трекере за домом в дом идет, там у меня немного дальше он стоит, там у меня метров 20, по-моему, 5 мне пришлось тянуть провод, вот, затягивать, и я даже там еще решил больше сэкономить и взял вообще алюминиевый, тоже 2 жилы по 4 квадрата, алюминиевый, там двойная изоляция, все, прекрасно все работает, у меня напряжение из того поля около 200 вольт, ну там плюс-минус 220, бывает 190, 180, смотря как контроллер включится. О, и у меня вот получилось вот такое, ну вот эти вот кусочки, там обрезки каких-то проводов, кабелей, там что контроллер, я даже не считал, они, я думаю, у всех валяются там по полметра, что их считать, там тоже обычные провода, там не надо какие-то такие толстючие медные шины ставить, там, ну, у меня таких напряжений и токов нет, низких напряжений, в смысле, и большущих токов нет, поэтому везде я их так смотрю по ним, как они не греются, вот, как они нормально работают при таких вот нагрузках и постоянном токе, так что не вижу смысла туда что-то брать толстое или специальные какие-то провода для солнечных электростанций. Вот этот пункт, 250 гривен вся кабеля. Интересно тогда. Дальше, контроллер плюс щитовая. Ну, что у меня вошло в контроллер? Это 2800 гривен. Что я это называю контроллер? Контроллер, кто не видел, смотрите, у меня есть там много видео, как я балансирую мощность панелей с мощностью нагрузки в данный момент, там, ну, при разной интенсивности солнечной энергии. То есть контроллер у меня вошло и в щитовую. Это 2 ваттметра с Алиэкспресс по там что-то 350. Ну, один я взял дешевле, второй что-то немного дороже. Ну, там, помню, по 300, в среднем по 350 гривен эти сейчас ваттметры. Зелененькие. 300 вольт они максимум дают. Ваттметры 2 штуки. Автоматы я тоже заказал с Алиэкспресс 2 штуки для постоянного тока. Специальные автоматы я уже поставил. Там 1000 вольт постоянного тока и 25 ампер, кажется. Потом реле напряжения, это контролирующее напряжение, я беру с одной панели, вот это я, кстати, отдельно еще видео сделаю о том, откуда у меня, почему у меня берется контролирующее напряжение только с одного поля, меня там спрашивали, не надо ли с 2 полей, не надо, я это объясню в отдельном видео, сейчас не хочу сильно затягивать. Реле напряжения тоже. Можно с Алиэкспресс, можно и в Украине заказать, они есть там, это тоже недорогие такие, даже у нас в Украине есть, они еще и дешевле, я нашел там реле напряжения, есть без релюшек механических, то еще и двухканальное, то есть там само табло, 2 кнопки, выставляете напряжение, первого канала, второго канала, включение и выключение, а релюшки механической нет, то есть можно сразу подключать твердотельное реле, вообще удобно и дешевле в 2 раза. Вот такие реле напряжения у меня входят в систему и твердотельные реле. Вот. Ну и вроде бы все. Ну там плюс еще колодки какие-то, соединители, там тоже. Ну короче, вот это все я подсчитывал и даже накинул немного. У меня вышло 2800 гривен. Это контроллер плюс щитовая. Это автоматы, ваттметры, я уже сказал. И всего получается моя солнечная электростанция, если все это добавить, сложить, и поделить на теперешний курс доллара, ну я 29 считал, вот сейчас это 21 год, лето, вот, ну почти там 29, я уже эти копейки не стал вникать, 2294 доллара, ну так как я и написал в названии видео, 2300 долларов можно вполне вложиться, чтобы построить вот такую вот солнечную электростанцию, как у меня, без инвертора, без АКБ, чисто на активные нагрузки. Ну, почему я так пользую солнечную электростанцию, это уже, наверное, отдельное видео. И там у меня она, кстати, есть уже на моем канале. Смотрите, там в плейлисте в описании я оставлю.
Вот, почему я так использую пока что. Вот, хотя, может быть, и посмотрю уже по обстоятельствам, как оно будет. Потому что вижу, что экономическая ситуация в Украине что-то сильно ухудшается и быстро. Ну, короче, не знаю, как оно еще дальше будет. И, ну, что планы это, знаете, такое, а как оно будет, там, посмотрим. Ну, вот так вот, короче, можно уложиться вполне эту сумму. Вот. Это очень недорого, вот даже с кем я разговариваю про свою солнечную электростанцию, сколько стоит, удивляются, почему она такая недорогая. Потому что она недорогая из-за того, что у меня нет всего этого дополнительного оборудования, которое в принципе и не нужно, если вы собираетесь использовать вот в основном хотя бы свою электростанцию вот для таких целей, как я вот использую. Это отопление, нагрев воды, бойлер, электроплитка и все такое. Вот это все остальное, там эти АКБ, контроллеры, инверторы, ну, в принципе, и не нужно. Вот, в принципе. Ну вот и все. Если что-то кому непонятно, смотрите плейлист, там у меня куча видео. Если еще останутся вопросы, задавайте их под видео. Пишите, что вы об этом думаете. Может, какие-то советы у кого-то есть. Все. Всем пока. До следующих видео.